Вот, пожалуйста, Россия-23. Вот, я главное говорю, не клепайте. Не надо ребятам отправлять, давайте просто будем наслаждаться их прекрасным контентом. Вот, пожалуйста, мне уже кинули клип с этого видеоролика. Вот, пожалуйста. Вот, давайте посмотрим. Давайте, конечно, Россия-23. Как всегда, ссылка внизу в описании. Не забывайте подписываться на их канал. Оставлю все ссылки. Поддержите мужиков, накидайте им лайков, потому что, Вован, он классный на самом деле. Вован, вот который лысый, он мне сразу понравился. Неважно, что его Сережа зовут, наверное, в реальной жизни. Хотя, может быть, и Вова. Может быть, это тайна. Может быть, он загадочный. Такая загадка, в этом и прикол. Все, всем приятного просмотра. Поехали. Интернет с каждым годом все активнее вытесняет телевидение. Оборот рынка рекламы у блогеров исчисляется миллиардами рублей. Такая активность не случайна, все дело в простоте. Ведь все, что нужно, это взять в руки смартфон, нажать на съемку, и вот ты уже инстаблогер. Или в пару кликов на компьютере завести YouTube канал, и вот ты уже ютубер. Или скачать ТикТок, и вот ты уже конченый. Борьба блогеров за подписчиков продолжается постоянно. Они готовы на любой позор. Меня, кстати, нет в ТикТоке, если что. Если что, вот в ТикТоке вот этот hard.tk, вот это вот не мой ТикТок, это просто, это кто-то меня со стороны снимает и выкладывает видеоролики. Я никак не понимаю, кто. Пытаюсь найти, но меня сразу говорю, что в ТикТоке нет, это фейк. hard.tk, это нет, это не я. Пиздешь. Снимать непристойные видео, обливать себя зеленкой, даже быть корейкой. Насколько можно остаться в плюсе, отдав на тусу свой пуси-джуси? Можно ли стать успешным, если все, что ты умеешь делать круто, это быть полненьким парнишкой из Киева? И какой путь проделал российский YouTube от таких красивых классических произведений, как «Пацаны вообще ребята» и «Чувак это рэпчик», до современного позорного «Яха Баля». Для того, чтобы понять современных блогеров, мы договорились провести один день с представителем интернет-комьюнити. Сегодня мы узнаем, как на самом деле живут звезды блогинга, и приоткроем завесу тайны. Звезды. Ты что, ебала, иди нахуй! Это Владимир, суперзвезда интернета, создатель YouTube-канала «Россия-23». Да ты там монтируешь, всякую хуйню снимаешь. Сейчас ебись с ванны. На своем канале парень делает разносторонний образовательный контент. В своем блоге он рассказывает о кулинарии, спорте, компьютерных играх и многом другом. Парень является уважаемым экспертом во многих областях благодаря своей образованности и красноречию. Стероиды это космоса, камни. Флэш это когда валят пики и дама крести одной масти. Самый заебатый рожик, бумажка от углей. В своих видео Владимир предстает в образе агрессивного недалекого лысого парня, однако пообщавшись с ним вживую, становится понятно, все это лишь актерская игра. На самом деле Владимир добрый, интеллигентный молодой человек с красивой прической. Ебаный, ты ебись от меня нахуй вообще, с прической, блядь. Приняв душ, Владимир сразу направился в личный кабинет. Известный блогер отказался рассказывать, что именно он там делает. Для того, чтобы это выяснить, мы запросили запись экрана его смартфона. Как оказалось, в личном кабинете парень ведет переговоры с другими блогерами и руководством социальных сетей, а также усердно выбирает Lamborghini на дроме. Я даже телефон не брал, блядь. Приложение Дром было выбрано не случайно, ведь там самый большой выбор живых реальных предложений. Где Дром? Алло! Больше сюда не пиши, бля, от тебя, блядь, говной воняет. Я тут выбирал машину, думаю, на каком бы сайте выбрать. Пошел на Дром. Хороший сайт. Какой дром, блядь. Сука, я, блядь, бицу бесишь нахуй. Пара пшиков элитным парфюмом, и звезда Ютуба готова к работе. В первую очередь парень отсматривает видео в трендах для того, чтобы понимать, что делают коллеги по цеху. Просто сел нахуй чай попить и тупо залипать. Изучая видео других ютуберов, парень не забывает, что они делают одно общее дело, поэтому Владимир с большим уважением относится к другим блогерам. Ебать, у Дудя башка узкая, блядь. Владимир приступил к тщательному анализу самых топовых интернет-шоу. Скажите, не сильно интересно. А вот последний выпуск с Карнавал смотрел. Владимир не зря уважает Валентину Карнавал. Дело в том, что у них много общего. Однажды парень, находясь в очереди в поликлинике, так же как Карнавал, на глазах у людей поссорился с бабушкой. Вон нахуй, они, блядь, толпой залупились, что я по госуслугам, блядь, без очереди ебанул. Таких экспертов, как Владимир, сложно удивить, поэтому он долго решает, что именно посмотреть на ютубе. Сейчас решу. Вопрос ребром. Что мне сказать насчет трека? Самкой не хочу. То есть вы решили вопрос с ребром, поэтому не хотите с самкой? Что я решил? Ну, вы теперь Как самостоятельно. Мэрли Мэнсон, ёпт. Для того, чтобы помочь Владимиру с улучшением своего контента, мы решили показать ему реакции людей на его видеоблог. Владимир пригласил нашу съемочную группу исполнить с ним совместную песню. А тут поет Вячеслав.
Неудобненько вышло. Я звезда, блядь. Все, до свидания. Прощайте, бывшие лучшие друзья, все. Я ЧСВ. До свидания. Бать еще нахуй, обзоры на эту хуйню снимают, блядь. Ой, сука. Сейчас Вячеслав опизделится. Ты сейчас нахуй пиздюлишься. Владимир уникальный блогер в своих видео, он никогда не просит нажимать на колокольчики и Спасибо, подписку. пацаны. Парень считает, что это тавтология, якобы колокольчики это и есть подписка. По словам Владимира, никто не должен нажимать на его колокольчики. Когда никого не будет, он все сделает. Мама, я в телевизоре. Видали, нет? А что вы на это скажете? Видели? В 2 роликах подряд уже, а? У Балтимора и у... Ой, у Володьки. Мы его... Ой, господи, увидеть бы его так, руку пожать. Не обращай внимания, Володь, это брат, он ерунду разную говорит. Ты все, у тебя хорошо. Не обращай внимания. Сам. Несмотря на то, что Владимир популярный блогер, Вы зайдите обязательно к Владимиру, я говорю, я на оригинал ссылочку оставлю. Вы зайдите ему и напишите: Вова, мы с тобой. Давайте, мы, Вова, напишите. никогда не давал интервью. Однако нашей съемочной группе удалось договориться с Владимиром на полноценную беседу при камерах. Сегодня у нас в гостях популярный YouTube-блогер Владимир. Парень впервые согласился на большое интервью. Но прежде чем мы приступим, хотелось бы поговорить о важном. О сайте всемайки.ру. При помощи этого сайта можно превратить любую... Есть один сайт, он вот здесь вот будет, вот так вот. hardplaystyle.ru. Ссылочка внизу в описании. Время для большого интервью. Так сказать, перейдем к основному блюду. Владимир, скажите, насколько мне известно, вы любите смотреть развивающий контент? Развивающие мышцы рук. Может быть, порекомендуете какую-то актрису? Нахуй, понял? Развивающие мышцы рук. Блюдо это ты понял, блядь? После первого же вопроса стало понятно, блогер Владимир лишь очередная жертва звездной болезни. Для того, чтобы разобраться, что с ним происходит, мы обратились к доценту кафедры хайпологии, автору диссертации по челологии и расслабистике, заслуженному пруфологу Вячеславу Альбертовичу. Да, мы изучили Владимира, у него легкая степень хайпизма, однако на ранних стадиях ничего страшного. Может наблюдаться легкая стримоксикация, вспышки донатизма, не более того. Однако, если это дело запустить... Кто в чате написал «Я мой черт»? Не вздумай, гадость, увижу, бан сразу, блядь. Это может привести к хроническим интегризмам. Страшные слова на латыни. Интеграцию с каперус, перус, пирамидус. Гивис Тимати. Ну, на ранних стадиях все это лечится. Главное систематически проводить зашкварцевание комнаты. И все пройдет. Наша съемочная группа не может оставить Владимира наедине с его звездным недугом. Поэтому мы сразу решили заняться зашкварцеванием его комнаты. В наше время количество подписчиков считается показателем успешности человека. На ум приходит великая цитата: «Если ты черт с миллионом подписчиков, ты становишься чертом с миллионом подписчиков». Чё, блядь? Как деньги и слава сделали из обычного парня зазнавшееся чудовище? Иди нахуй, слышь? Почему, когда все парни в детстве смотрели фильмы с Сашей Белым, он смотрел фильмы с Сашей Серой? Заебал ты сегодня, нахуй. Сколько денег уходит на содержание личного полуострова на голове? Блять, уже бесишь? Это и многое другое в авторской программе Вячеслава, который до сих пор ходит на курсы английского «Миллионер из True Черт». Еще вчера на этой кухне Владимир ел обычный доширак. Сейчас блогер считает, что нищебродская жизнь осталась в прошлом. Деньги и популярность сделали свое дело. Теперь звезда ест пищу только премиум класса. Сука, заебал, нахуй, уберись от... Нахуй. Ебанутый, блядь. На этой доске Владимир когда-то нарезал хлеб. Став богатым и знаменитым, парень понял, он может позволить себе покупать булки, которые эксклюзивно для него заранее нарезают. По словам Владимира, его ладошки не должны заниматься хлебом. Они предназначены для лакшери жизни и лакшери гел. Изучив полки в комнате Владимира, мы обнаружили другие элементы роскоши. По нашей информации, эту корзинку эксклюзивно для Владимира разработала компания Apple. Это видно по характерным значкам, а также по фотодоказательствам с презентации. А этот резной бильярдный стол Владимир сделал под заказ, для того, чтобы по выходным развлекаться со своим другом-блогером Эльдаром Джараховым. Какой резной стол? Я вообще в ТЦ, блядь, по дешевке взял. Как оказалось, роскошная жизнь изменила блогера в худшую сторону. Об этом в интервью нашей съемочной группе рассказал настоящий подписчик Владимира. Я по-настоящему гордился быть подписчиком Владимира. Я подражал ему во всем. Я сдирал дома обои, отращивал лысину, вел себя как черт. Однажды моя заветная мечта сбылась. Я встретил Владимира вживую.
Я сначала растерялся, потом взял первую попавшуюся бумажку и попросил его дать мне автограф. Но он почему-то перечеркнул ее, смял и швырнул в меня. Тогда я решил сделать с ним селфи. Выложил в Инстаграм, чтобы все друзья видели, что я увидел настоящего Владимира, сделал прикольную подпись. То, что я увидел в комментариях, повергло меня в шок. Настоящий кибербуллинг своего же фаната. Насколько низко упал Владимир. Парень начал относиться к своим подписчикам как к своим волосам. Одним больше, одним меньше, ему уже без разницы. Сегодня СМИ Ты представляешь, с таким брательником в одной хате жить? Блять, как на пороховой бочке, не знаешь, где сорвет. Сменив обычные дошики на изысканные блюда и забив на своих подписчиков, Владимир думает, что так будет всегда. Однако, по оценкам экспертов, в недалеком будущем он окажется на самом дне, где жизнь будет жестоко наказывать его без маски. Жизнь будет жестоко наказывать его без маски. Иди ты нахуй, сука, я шел нахуй. Вячеслав оставил Владимира в комнате, чтобы он успокоился и взял себя в руки, но он опять только взял себя в руки специально для России-23. Володь, ну, не обращай ты на него внимания, но все хорошо, ну, ты, ну подумаешь, ну он же брат.